Итак, сейчас, независимо от того, находитесь вы в X или на YouTube, вы слышали, как криптоинфлюенсеры говорят о списке цифровых монет от Forbes. Они утверждают, что эти цепочки не имеют ценности, но продолжают накачиваться. Говорят, что вам следует отказаться от них. Я согласен со многими монетами из этого списка. Я призывал не покупать их еще до публикации этого списка, еще в прошлом году. А насчет некоторых из них говорил еще в позапрошлом году. А люди говорят об этом только сейчас, потому что Forbes создали блог, сделали выпуск об этом в Индии. Итак, давайте посмотрим на список криптовалют от Forbes India и выясним, с чем мы согласны, с чем не согласны и что нам стоит делать. Привет, ребята, это Брифи Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифи Дэнс. Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором ведущий разбирает 20 криптовалют из списка Forbes India. Поставьте нам лайк за старание, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные выпуски. Итак, мы на сайте Forbes India. Как видите, статья опубликована 26 апреля 2024 года и была обновлена в тот же день. Прокрутим страницу вниз и найдем этот список. Если вы хотите прочитать статью сами, то ссылка находится в описании. Пока вы там, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о свежих роликах. Крутим дальше. И вот мы здесь. Ни на что не годные блокчейны. Немного драматично, но ладно. Приведенные ниже 20 блокчейнов имеют общую рыночную стоимость не более 100 миллиардов долларов, несмотря на то, что они не доказаны и имеют мало пользы, кроме спекулятивной торговли. Большинство криптовалют не доказаны, не имеют полезности и являются предметом спекуляций. Ладно, пойдем дальше. У большинства из них есть казначейские обязательства на миллионы долларов, но они не отчитываются ни перед регулярами, ни перед акционерами, потому что это криптовалюта, нерегулируемая и децентрализованная. В любом случае, продолжаем. Итак, на первом месте XRP. Здесь говорится, что платежная платформа еще не бросила вызов SWIFT. Теперь ей угрожают стейблкоины. Когда речь заходит про XRP, я должен сказать, что согласен. Да, ей еще предстоит бросить вызов SWIFT. Но даже если она бросит вызов SWIFT, то SWIFT — это сервис обмена сообщениями. Большинство оптимистичных новостей про XRP, оптимистичных обновлений, не являются тем, чем кажутся. Я снял несколько роликов про XRP, объясняющих это. Я говорил вам выйти из нее до того, как ситуация с комиссией по ценным бумагам и биржам США прояснится. Я утверждал, что это займет годы, что дело должно поступить в суд и так далее. Так что да, это огромные альтернативные издержки. И если бы вы были в XRP во время бычьего бега, то вы бы пропустили его и треть данного бычьего рынка. Эй, чувак, ты состоишь в XRP армии? Думаешь, цена XRP достигнет 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч, сделав тебя богатым? Неважно, что ты думаешь. Если хотите знать мое мнение про XRP, то ссылка будет в описании. Cardano. ADA, конкурент Ethereum, запущенный в 2017 году пионерами криптовалют и имеющий рьяных последователей. Во-первых, все криптовалюты или большинство из них имеют рьяных последователей. Однако, с учетом сказанного, они правы насчет Cardano. Когда мы перешли с XRP на Cardano и подняли волну, мы фактически продали Cardano на пике. Я сказал вам выходить из Cardano и подождать следующего бычьего рынка. А когда он начался и все советовали вам купить Cardano, я говорил: слушайте, я не вижу, чтобы люди переходили туда. Люди не пользуются этим. Конечно, на меня напали так же, как и в случае с XRP армией. На меня напала армия Cardano, но я не настроен негативно. Просто говорю правду. Так что да, я не вижу смысла покупать падающие Cardano и XRP. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash появился в 2017 году, после священной войны за основную функцию биткоина. Ну да, но для тех, кто верит в большие блоки, BCH или Bitcoin Cash, это кое-что существенное. Конечно, не так много людей переходят в BCH прямо сейчас, но это может произойти в будущем. Я не считаю, что BCH может обогнать биткоин, но я считаю, что эта монета актуальна и имеет право на существование.
Litecoin — побочный продукт биткоина. Работает быстрее и дешевле. Мало разработчиков, но используется для покупок. С этим я тоже согласен. Litecoin имел смысл в 2017 году до SegWit. Тогда отправка биткоинов была дорогой и медленной. Мы использовали именно Litecoin. Мы конвертировали биткоин в Litecoin, отправляли Litecoin на биржу или куда угодно, а затем конвертировали обратно в биткоин. Это также было испытательным полигоном для биткоина. Новые вещи, появившиеся в биткоине, сначала внедрялись в Litecoin, а потом переносились в биткоин. Сейчас это уже не так. После SegWit и Lightning обновления протокола биткоина у Litecoin нет причин к существованию, кроме спекуляций. Так что я согласен с этим пунктом. Кстати, может ли эта ситуация измениться в будущем? Да, может. Я просто говорю вам свое мнение по поводу этого бычьего рынка. Так что имейте это в виду. Я не хочу читать тупые комментарии. «О, Пол, Litecoin подорожал в 2025-м, в 2026-м». Я говорю о текущем бычьем рынке. ICP интернет-компьютер создан в 2021 году, чтобы сокрушить AWS Amazon Web Services и Google Cloud. Минимальное использование. Я также снял ролики, в которых рассказывал, что DePIN, кстати, это тоже ICP, переоценен. Прямо сейчас мы не готовы к захвату или поглощению облачных сервисов VPN или чего-то такого. Такой ситуации сейчас нет. Сможет ли DePIN работать на следующем бычьем рынке или том, что будет после него? Да, но тема этого бычьего рынка — ИИ, игры, экосистема биткоина. Я оставлю ссылку на ролик в описании и в конце этого видео, чтобы вы могли посмотреть, в какие монеты, по моему мнению, вам следует вложиться прямо сейчас. Давайте продолжим. Ethereum Classic — оригинальная цепочка Ethereum, поддерживаемая пуристами. В какой-то степени это верно, но эта монета не только для пуристов, но и для людей, верящих в Proof of Work. Но да, вся разработка сейчас ведется на Ethereum. Неважно, считаете ли вы, что Ethereum Classic должен быть настоящим Ethereum. Это не имеет значения, потому что, знаете что? Все развитие происходит на цепочке Ethereum. Подавляющее большинство фирм развиваются там. Именно там происходят все действия. Так что я согласен с этим. Stellar XLM основана одним из создателей Ripple Джедом Маккалебом и соревнуется с XRP, обладает большой казной. Да, я согласен с этим и в отношении текущего бычьего рынка. Но у Stellar есть потрясающие технологии, которые очень хорошо зарекомендуют себя на следующем бычьем рынке. Они не работают с банками. Они сотрудничают с небанковскими организациями. Но я считаю, что Stellar имеет право на существование и может преуспеть. Я даже использовал Stellar. Мы использовали Stellar для United Coin, для отправки транзакций в WhatsApp с помощью Stellar. Это было совершенно невероятно. У нее есть потенциал. Но опять же, люди по-настоящему не используют ее. Монета может потерять актуальность еще до того, как ее эффективность подтвердится на следующем бычьем рынке. Stacks или STX. Блокчейн, совместимый с биткоином, поддерживает DeFi, извлекает выгоду из роста биткоина и его грядущего обновления. Да, но об этом еще рано говорить. Биткоин DeFi только что родился. Дайте ему время. На мой взгляд, Stacks — это хороший вариант. Stacks, по моему мнению, должна стать частью вашего портфолио экосистемы биткоина. Stacks должна преуспеть к концу этого бычьего рынка или даже к следующему. Так что я держу у себя Stacks. Я думаю, вам тоже надо. Каспа — платежная система, подобная биткоину. Практически бесполезна. Смотрите, Каспа использует блочные теги или призрачные теги. По сути, это еще один способ ускорить транзакции. Это разделение. Я даже снял видео, в котором рассказывал об этом более подробно. Не хочу вас утомлять. Но я там сказал, что технология переоценена. Люди сходили с ума по Каспа, а я говорил: слушайте, продавайте ее и вернитесь, когда она будет падать. На меня напали, и угадайте, что произошло? Это была вершина. Цена упала, и вам следует вернуться. Я считаю, что Каспа должна стать частью вашего портфолио. Потребуется время, но я уверен, что Каспа преуспеет. Так что Каспа является частью моего портфолио. И, на мой взгляд, может стать частью вашего портфолио. Успех не гарантирован, это не голубая фишка. Это вариант, который может превратиться во что-то хорошее. Видео с Каспа находится внизу.
Сеть Сита — это децентрализованная сеть видеотрансляций с малым числом пользователей. Да, сеть Сита вызвала ажиотаж во время последнего бычьего рынка. Я говорил вам выходить из нее. Вначале я держал у себя и торговал Сита, но вообще отобрать долю рынка у Ютуба, который принадлежит Google, и других сайтов со стримами невероятно сложно. Могли бы они это сделать? Конечно, может быть в будущем, но не во время этого бычьего забега. Phantom или FTM, соперник Ethereum, управляет несколькими децентрализованными биржами для торговли токенами. Скоро будет обновление. Почему же Phantom был так популярен у криптоавторитетов, раздававших его направо и налево? Я продал свой Phantom, я держал его у себя некоторое время, но я вышел из него, поскольку не считаю его подходящим для этого бычьего рынка. И, честно говоря, я считаю, что риск велик, а прибыль маленькая. Monero — это спин-офф биткоина, ориентированный на приватность. Смотрите, Monero — это больше, чем просто криптовалюта. Это культ, религия, люди, верящие в приватность. Я думаю, что Monero имеет право на существование, но не как инвестиция, а как способ проведения частных транзакций и так далее. Monero может вырасти к концу этого бычьего рынка и следующему забегу. Но вы не получите огромную прибыль с ее помощью. Но стоит обратить на нее внимание и научиться использовать ее. Arweave или IR. Блокчейн предназначен для хранения неизменяемых данных. Имеет минимальное использование. Arweave — это хорошая идея, хороший проект, хорошее заявление, хорошее предложение, если хотите. Но еще слишком рано для чего-то подобного. Единственная причина, по которой он растет и может вырасти еще с течением времени — влиятельные люди. Я торгую Arweave, но я не держу у себя Arweave. Я думаю, что в дальнейшем он будет работать лучше. Но есть другие проекты, которые будут лучше. Algorand или Alga — конкурент Ethereum, запущенный в 2019 году. Все еще находится в режиме Uber, фокусируясь на росте, а не на доходах. Я с этим и согласен, и не согласен. В принципе, Algorand обладает потрясающими технологиями. На мой взгляд, монета хорошо себя покажет на этом или следующем бычьем рынке. Такие кошельки, как Exodus.io, создаются с помощью Algorand. Это очень хорошо. И они не торопятся. Возможно, Forbes прав насчет того, что происходит сейчас. Но я верю, что Algorand преуспеет позже. Flow известен как ведущий NBA Top Shot, но активность снизилась из-за краха NFT. Придерживается стратегии сверхнизких комиссий. Я понятия не имею о Flow. Я знаю, что монета вышла некоторое время назад и была раскручена влиятельными людьми. Но я никогда ее не покупал, никогда не верил в нее. Multiverse X или eGold или EGLD. Конкурент Ethereum, созданный для разработки игр в метавселенной, но используется по большей части для торговли токенами. Если речь идет об играх, то мы говорили о Miria, о G-Swift, обо всех этих новых криптовалютах, новых проектах в игровой индустрии. Мы также говорили о старых проектах, которые должны быть очень успешными, таких как Illuvium. Однако EGLD немного устарела. Им предстоит многое сделать, чтобы вернуть себе долю рынка. Им нужно немного везения с нарративом. Посмотрим, как у них получится. Но я бы не стал покупать EGLD прямо сейчас. Bitcoin SV, BSV — это биткоин спин-офф. Видение Сатоши, созданный Крейгом Райтом, выдавшим себя за Накамото. Биткоин SV — это ответвление биткоина. Некоторые скажут, что биткоин — это ответвление биткоин SV, поскольку биткоин SV больше похоже на описание биткоина в Белой книге. И это правда, это нельзя отрицать. Тем не менее, биткоин эволюционировал, и я верю, что биткоин действительно развился. И в целом большинство признали биткоин Core как настоящий биткоин. Так что биткоин Core — это биткоин. Не верите мне? Почитайте про консенсус. Я верю, что биткоин SV имеет право на существование, историческая она или нет. Может, ей будут пользоваться в дальнейшем, но я считаю, что биткоин Core — это биткоин. Именно так решило большинство. Так мы и живем. Мина — блокчейн, защищающий приватность, с минимумом данных и минимальными транзакциями. Большой хайп, отличная приватность. Но Monero, на мой взгляд, лучше, поэтому Мина не актуален. Tezos.
Малоиспользуемый блокчейн с огромным резервом казначейства. Да, пару лет назад вокруг этого была шумиха. У меня тоже были Tezos. Я продал все свои Tezos, но до сих пор получаю их по аирдропам в свой кошелек Exodus. Но вообще там ничего нет. Не стоит ничего ждать на этом бычьем рынке. EOS привлекла $4 миллиарда в ходе крупнейшего ICO всех времен. Но сейчас это воплощение иррационального изобилия криптовалют. Полностью согласен. Монета устарела, не актуальна. Не думаю, что они собираются что-либо с ней делать. Если бы хотели что-нибудь, уже сделали бы. Если вы хотите увидеть, какие криптовалюты или альткоины, на мой взгляд, будут очень хорошо работать на этом бычьем рынке, то посмотрите вот этот ролик. Не пропустите его. А если вы хотите увидеть недооцененные монеты, которые не находятся в поле зрения, еще не замечены, то откройте видео вот здесь. Не забудьте подписаться. Увидимся в следующем ролике. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.